Мышечная дистрофия – это генетическое заболевание, которое связано с тем, что поврежден участок гена, который вырабатывает белок дистрофин. Поэтому называется дистрофия. Почему именно мышечная дистрофия? Потому что этот дистрофин в мышце, в клетке, создает каркас клетки. Мышечная дистрофия в мире вообще считается неизлечимым заболеванием. Поэтому люди, которые страдают мышечной дистрофией, не только у нас в России, но во всем мире, они начинают смотреть интернет. Так как я высказываю свою точку зрения, она немножко отличается от точки зрения общепринятой в медицине, я считаю, что недвижение при мышечной дистрофии возникает из-за того, что не хватает энергии в белке актине и миозине, хотя поврежден белок дистрофин. То есть я начал разбираться, почему же движения-то нет. Белок дистрофин в движении не участвует непосредственно. Он участвует, но опосредованно. То есть тогда, когда белок актин с миозином сокращается, то и белок дистрофин, как гармошка, он сокращается. Поэтому получается, что сокращение мышечного волокна происходит. Потому что если бы каркас мышцы не сокращался, то белок актин с миозином внутри бы сокращался, а сама клетка бы не сокращалась. То есть, значит, и белок дистрофин, он должен сокращаться. Поэтому он и сделан именно природой так сделан, что он сделан как сетка рабица. То есть, чтобы можно было раз, и он сокращается. Сократился, эта мышца сократилась. Белок с актином и миозином растянулись, и растянулся же и белок дистрофин. Белок дистрофин я восстановить не могу, да, по тем причинам, но меня интересует, а почему же тогда актин с миозином не двигаются? Начинаю смотреть в электронный микроскоп, митохондрий не вижу. Начинаю смотреть, где митохондрии, оказывается, ушли. Куда они ушли? Начинаю разбираться, оказывается, они ушли затыкать те прорехи в белке дистрофине, через которые вытекают эти ферменты, которые мы обнаруживаем в крови. Дистрофия для меня это вообще был непонятный диагноз, я про это никогда не слышала, честно говоря, не интересовалась. И 2 года назад я первый раз столкнулась, что дистрофия – это мышечное заболевание, у которого динамика ухудшения. Я увидела это на МНЭ. И потом, когда вот стали обращаться к Николаю Борисовичу пациенты, их все больше и больше с каждым днем, я стала видеть, то есть уже большое количество этих людей, и я просто уже стала смотреть статистику, сколько вообще этих заболеваний, почему они происходят. Я узнала также, что это страшное заболевание, страшное оно чем? Что всех людей, болеющих дистрофией, ждет один конец. У кого-то раньше, у кого-то позже. С мышечной дистрофией я сталкивался еще в советское время, когда я работал в номенклатурной больнице. Тогда у меня было 3 человек, не сразу они были. То есть один молодой человек, там лет 17, другой 19, ну и кто-то еще был 21 год. Но в то время генетически это не определялось. Была клиника, определенная клиника, в зависимости от того, там это заболевание или Дюшена, или Беккера, или Эрбе-Рота, то есть существует определенная клиника. Но что определяли тогда? Еще тогда, в советское время, определяли количество ферментов. То есть, если смотришь, что есть ферменты, которые находятся внутри клетки, то значит, какие-то клетки дырявые. Из-за чего эти дырявые клетки тогда определить точно не могли, поэтому и ставили диагноз мышечная дистрофия, но, предположим, мышечная дистрофия Дюшена, в зависимости от возраста. После этого я занимался в основном детским церебральным параличом, восстановлением детей с детским церебральным параличом, и непосредственно с мышечной дистрофией я не сталкивался. Но так как в мире излечения у пациентов с мышечной дистрофией не происходит, то стали ко мне обращаться люди, у которых есть подтвержденный диагноз мышечной дистрофии. То есть сейчас уже генетически подтверждается этот диагноз мышечной дистрофии. Так, вы поднимаете? Я только по одной могу. Вот так, поднимай. Ну, по одной. Давай другую поднимай. Я не Вот могу. так. Вперед поднимай. Вперед я не могу. Ну все. Ногу так подними. Выше. Коленку сожми вот так. Так я не могу. Вторую. Коленку. Сожми вот так. Подними коленку. Нет. Чтоб села. Давай, поднимай. Вот так. И вся сила. И сколько раз смотрите сидеть? 0. А? 0. Я хочу это увидеть.
начал жаловаться на слабость, ему стало тяжело подниматься по лестнице, то есть слабость нога, сложно стало приседание. Вот, ну, Он давно начал. Ну, то есть, лет, ну, наверное, с лет 12 уже. А устает и не бегает. Вот действительно, я вначале, ой, капризничаю, давай мне побежали или поиграли. Ну, вот со временем я вижу, вот нет, просто так ребенок не устанет. Надо посмотреть, что там. Ну, вот, и только так и узнали. 1991 senesinde başladı. Yokuşlarda ve merdivenlerde yorgunluk başladı. Yani bacaklarım yorulmaya başladı. В 90-х годах началась проблема с тем, что не могла подниматься по лестнице, не могла наверх подниматься, начала чувствовать дискомфорт в мышцах, в ногах, слабость. В 2000 году долгое время лежала в больнице, обращалась к множеству врачей, было проведено множество анализов, но, к сожалению, не найдена причина, и в конце концов сказали, что это генетические проблемы, и лечения этому нет. К Николаю Борисовичу стали обращаться все больше и больше с диагнозом дистрофия. Николай Борисович как бы сразу сказал, что я занимаюсь детками ДЦП. Дистрофия для меня, у меня было несколько пациентов, то есть у меня опыт небольшой с дистрофией. И наблюдая уже в течение 3 лет пациентов, которые приезжают к Николаю Борисовичу, я увидела, что колоссальный результат. Хотя все газеты, полностью все врачи, диагноз, что он не излечивается, только динамика ухудшения и итог у всех один. А здесь не только нет ухудшения, здесь есть стабилизация состояния, еще плюс улучшение. Клетка – это квартира, в которой вы находитесь. То есть есть 4 стены, потолок, пол. Между потолком, полом и стенами находится емкость, которая наполнена не воздухом, как у вас в квартире, а наполнена жидкостью. То есть в этой жидкости происходят все биохимические окислительно-восстановительные процессы. Белок дистрофин, он напоминает пчелиные соты, в которых находится мед. То есть получается, что сама сота – это белок дистрофин, а мед, который находится в этой соте, да, это есть субстанция, через которую проходят питательные вещества. То есть получается, что мышечная дистрофия – это проблема каркаса клетки. Дистрофина самого белка не хватает, получается, что сама сота увеличивается в размере. И мед вытекает, то есть образуется как бы дырка. И вот через эту дырочку начинает вытекать эта жидкость, которая находится внутри клетки. Чтобы не умереть, что клетка понимает, что этой жидкости не хватает, потому что в этой жидкости находятся все питательные вещества, которые ей нужны для жизни, нужно ей эту дырочку закрыть. Что она делает? Она вырабатывает жировые соединения, которые больше этой дырки. Эти жировые соединения подходят к этой дырочке, затыкают ее, но удержать невозможно, потому что питательные вещества снаружи клетки, они же пытаются ее протолкнуть. Поэтому, значит, нужна энергия для того, чтобы удержать эти жировые отложения. Если заткнулась эта дырочка, то уже жидкость не вытекает. Значит, все митохондрии, которые находятся внутри клетки, они начинают двигаться к этому жировому соединению. А здесь мы видим как раз те биохимические и окислительные восстановительные процессы, которые происходят в клетке. То есть клетка, она вся забита, вся. То есть нет такого, что где-то пустота, где-то не пустота. Смотрите, это нуклеиновые кислоты, белковые соединения. И это все находится внутри квартиры. Понятно, что все это двигается, все двигается. А митохондрии, которые вырабатывают ту энергию, которая нужна для затыкания этой дырочки жировыми соединениями, она вырабатывает такую энергию. То есть, находясь внутри клетки, это уже заряженная частичка. Сейчас она отдаст энергию и превратится это зарядилась. Это зарядилась частичка. То есть это электростанция, в которой заряженные частички, а не заряженные частички. Сейчас мы с вами увидим, зарядилось, а вещество, которое не заряженное, сейчас оно зарядится, и пошла энергия. Энергия пошла,
как раз в то место, где ему необходимо, то есть к тем жировым отложениям. Но дело в том, что эти все митохондрии, которые вот, работают, да, они находятся около актина и миозина. И поэтому энергии недостаточно, чтобы удержать те жировое соединение, которое находится у этой дырочки. Поэтому митохондрии начинают двигаться. Они двигаются как раз к тому месту, где находится эта дырочка. И вот если мы с вами сейчас посмотрим, вот этот просвет, и это и есть та дырочка, которая заткнута была жировым соединением. Вот она загнута. Значит, митохондрии туда подходят. Вот видите, вот скопление митохондрий. То есть, если мы посмотрим в электронный микроскоп с вами, то мы как раз увидим скопление митохондрий, находящихся на периферии клетки. Так почему нельзя вылечить генетически мышечную дистрофию? Потому что на ген, на сам, мы повлиять не можем. Поэтому, как дистрофин вырабатывался в малом количестве или с дефектом, он так и будет вырабатываться. Но, когда я воздействую на мышцы своим методом, то получается, что внутри мышечной клетки окислительные восстановительные процессы начинают улучшаться. Мышечная клетка при мышечной дистрофии не двигается не потому, что что-то произошло с дистрофином внутри клетки, а то, что митохондрия ушла от актина и миозина и оставила двигательные белки без энергии. Белок дистрофин вырабатывается при помощи того гена, который поврежден. Но я могу воздействовать на актин и миозин, чтобы они продолжали свою работу. Для этого мне нужно просто вернуть митохондрии в свое положение. Для того, чтобы их вернуть в свое положение, я должен так активировать окислительно-восстановительные процессы внутри мышечной клетки, чтобы создать условия для того, чтобы митохондрии ушли, часть митохондрий находится и держит эти жировые соединения, чтобы клетка могла сама существовать. Но чтобы она двигалась, значит, митохондрии подходят к актину и миозину. И дальше начинается движение. Как мышечная клетка освобождается? Мышечная клетка освобождается от своих отходов, которые там внутри, при помощи вот таких вот мешочков. Вот в этом мешочке находится очень много этих отходов. Эти мешочки находятся в ретикулярной формации. Вот она, ретикулярная формация. В этом аппарате Гольджи находятся ненужные белки, которые скапливаются внутри клетки. Когда я начинаю надавливать на мышцу, то скорость выделения вот этих вот веществ из аппарата Гольджи увеличивается. И в таком случае ненужные компоненты, они начинают очень быстро выходить из клетки. Вот я нажимаю, вот они компоненты, вот из соты они выходят, из нормальной соты, о которой я говорил, вот они, вот это я выдавливаю. И тем самым я клетку освобождаю, через аппарат Гольджи, конечно. Аппарат Гольджи освобождается, в него опять белок заходит, опять выходит, вот этими мешочками выкидывается белок, я опять воздействую. То есть вот тем самым я освобождаю клетку. Когда я клетку освобождаю, то, соответственно, количество митохондрий уже не нужно, чтобы эти жировые клетки там держали, потому что там они уже часть держат. То есть они начинают уходить спокойно, не задерживаясь, не спотыкаясь об эти белковые соединения, они подходят к мышечным актину и миозину, то есть мышечным белкам, которые двигаются. И в результате получаются вот эти движения. То есть получается, когда я начинаю воздействовать своим методом, у меня освобождается часть белков, митохондрии начинают, те, которые не нужны в том месте, куда они ушли, они начинают двигаться к своему обычному месту, где находится актин и миозин. Николай Борисович очень серьезно относится к каждому своему пациенту. На данный момент очень много обращений с разными формами дистрофии, с разными. Метод Николая Борисовича показала, практика работает, потому что уже много пациентов есть тех, которые результат просто потрясающий результат. То есть в любом случае у них уже приостановился процесс разрушения. И есть пусть маленькие, но улучшения. Когда Николай Борисович работает с родителями, там, конечно, там идет глобальная картина. То есть мы видим прям как на лицо вообще большой результат на лицо. Когда родители работают сами, конечно, это уже не 6 рук, не 7 и не 8. Ну, конечно же, такого опыта и практики, говорю, 40 лет нет ни у кого. Но и тем не менее, все родители, кто работает, кто хочет помочь своему ребенку, все достигают результата. Например, Настя, еле передвигаясь, ее привозят, причем
Папа понял эту методику, договаривается со мной, привозит ее, начинаем работать с Настей. Результаты. Настя из балерины превращается уже чуть ли не в гимнастку, у нее появляется шаг, она может уже сама себя обеспечивать. Это мы только сделали какой-то определенный курс, сейчас папа с ней работает, и результаты, уже в бассейне девочка плавает. Да, она еще не так сильно передвигается, но у нее появились силы. Николай Борисович индивидуально каждому ребенку подбирает свою методику. В течение процедур, которые он делает, там 10, 15, 20, как бы это не важно. За 10 процедур он успевает увидеть динамику и понимает, что нужно делать. Также и родителям. Если родитель с чем-то не справляется, он обязательно находит такой способ, чтобы родитель справился. Если у Насти папа физически сильный человек, бывает приезжают одни мамочки, которые физически не такие сильные. И, соответственно, конечно, подбирается под каждого. То есть Николай Борисович показал и папе Насти, и маме Насти тот метод, когда они могут работать. И мама может прорабатывать, и папа, когда он приходит с работы. Поэтому, конечно же, у Насти состояние стабилизировалось, и идут небольшие улучшения. Легче стало со спиной. Насколько я понимаю, раньше все мышцы были натянуты. Все мышцы были натянуты, и она, чтобы сделать, там, допустим, сесть, выровнять, не так, как мы у здорового человека, там, сел, там, чуть-чуть там, поправился и все. Вот. А у него все мышцы были как камень. Получается, чтобы ей что-то сделать, это надо преодолеть усилия, преодолеть эти мышцы. Сейчас мы разбиваем, вот это, получается, отек уходит, и ей как бы легче. Там, ну, в моем понимании. Ну, в принципе, так же Николай Борисович говорит. И так, даже как мы, когда мы начинали массаж, она как камень была, везде, где не возьми, все, пальцем ткнул, ай, больно, правильно же? Ай, больно, все, руками вот так вот берешь, она там, камень же, да. Я по незнанию как бы думал, что это мышцы. Почему, если мышцы есть, почему они у нее не работают, как бы, ну, опять же, по незнанию. А когда вот начали массировать, начали разбивать, оказывается, что это не камень, а это все то, что не должно быть. Оно все мягче и мягче и мягче. Вот, оказывается, это не мышцы. И опять же, хуже-то не становится. 2 недели мы конкретно жмем, тянем, давим. Именно, которая практически не двигалась, и ее чуть ли не на руках ко мне привезли из Турции. Из Турции, то есть человек ищет в интернете, я пишу только на русском языке. Я не на английском, не на турецком, я не пишу. То есть человек находит это, она переводит это, то, что я написал, она начинает понимать, что нужно, она обращается ко мне, приезжает ко мне, результат. Именно 2 раза на 17 этаж поднимается без помощи рук, ни разу не останавливаясь. Уже было более 20 процедур, но уже после первой процедуры я почувствовала улучшение. Я раньше не могла вот с корточек встать на ноги полностью. Сейчас я уже могу 6 раз подниматься и не могла подниматься по лестнице, не держась за перила. Сейчас я уже на 17 этаж поднимаюсь спокойно. То есть явное улучшение чувствую. Раньше не могла закинуть руки, одну руку закидывала, другую не закидывала. Вот это вот она это хорошо. Это, да, это вот так. А раньше она как вот, до какого уровня вот ее могли закинуть? И было очень сильно больно. Да. А теперь вот можно вот куда я завожу руку. То есть вот таким мы достигли большие результаты. У ней появился аппетит. Как она говорит, я не ела всю жизнь, 60 лет человек не ел без аппетита. И вдруг здесь, в Москве, она начала есть. То есть это для нее нечто такое. То есть и ходить, и двигаться, и еще и есть начала. Еще аппетит, еще стала говорить, я чувствую вкус еды. То есть до какой степени мы восстановили биохимические процессы и окислительно-восстановительные процессы в клетке. Где-то в 2015 году что-то заподозрили. Ну, как-то диагноз не могли поставить здесь в городе, а уже в 2016 году поехали в Москву, и там уже поставили диагноз точно. Ну, точно диагноз какой? Беккера. Мышечная дистрофия. Мышечная дистрофия Беккера, да? Берем, например, Сергея. Сергей,
из Израиля приехал. То есть человек тоже, изучая, да, он знает русский язык, да, ему было легче, но проделать такой путь из Израиля для того, чтобы понять, на себе испытать, что на самом деле ему стало лучше. И ему стало лучше. Это мышечная дистрофия Беккера. У Насти мышечная дистрофия Эрберота. Понимаете, то есть, чтобы мы никакой бы мышечной дистрофии название не называли, получается, та методика, которой я воздействую, она делает улучшение. Берем Якоба из Ирландии, приехал, мама привезла ребенка из Ирландии. Она говорит, я забивал на английском языке, нет, никто мышечной дистрофией не занимается. Так и именно тоже с этим столкнулась. Куда бы она ни обращалась, везде говорили, что мы вам только гормоны можем делать, а гормоны вы можете делать у себя в Турции. Какой смысл ехать туда? То есть ее нигде не берут. С Якобом из Ирландии тоже нигде его не берут непосредственно что-то. Там есть какой-то лагерь определенный, туда приезжают, и там хорошее обслуживание. Но дальше этого ничего нет, то есть все ухудшение. Привозят Якоба ко мне, Якоб через каждые 3 шага, когда до моего воздействия на Якоба, до моих процедур, делает 3 шага, присаживается, у него сил нет. После того, как я начинаю на него воздействовать, начинаю обучать его родителей, что мальчик делает? Мальчик теперь поднимается в гору 500 метров без отдыха, спускается с горы и стоит в море, который штормит при 2 баллах, практически босиком еще ходит. Его волна не сбивает, то есть у него появились силы. Родители говорят, мы, говорит, уже сами устаем, а у него силы появились. И это всего лишь того, что с ребенком позанимались полгода. Это же вообще чудеса. То есть то, что в мире говорят врачи о том, что это неизлечимо, то на моей практике получается, что вот такие вот результаты. Я тоже не говорю, что излечимо, что я могу генетически воздействовать на дистрофин. Нет, не могу. Но на актиномиозин я могу. И то, что я могу, я делаю. И те результаты, которые достигаются вот благодаря тому, что я делаю, я их показываю. С чем мы столкнулись с Николаем Борисовичем? Что благодаря его методике именно Настя, Сергей, Якоб, то есть я, конечно, уже знаю многих пациентов с разными видами дистрофии, но учитывая, что применяя методику Николая Борисовича, у них не только нет ухудшения, а у них есть улучшение и стабилизация состояния. Сначала состояние стабилизируется, а потом идут улучшения.